Вот так выглядит после зимы роза. Вот она, обмерзшая ее часть, черный стебель. Вот видите. А вот уровень снега как раз таки был примерно вот здесь. И все, что ниже уровня земли, все стоит зелененькое. Всем привет! Нахожусь в Московской области. Занимаюсь обрезкой роз. Осенью не все успел обрезать. Приходится сейчас это делать. Розы в основном у меня чайно-гибридные. Есть также и флорибунда в меньшем количестве. Есть несколько английских роз. Но сейчас я вам показываю кустик, который я только что обрезал. Вся верхушка была почерневшей, но вот примерно от земли сантиметров 20, может быть 30 живые. Узнать, что роза живая, можно по наличию вот таких красных почек. Живые почки. Ну а роза была примерно вот такая. Сейчас пока провожу обрезку. Роз достаточно большое количество. Наверное, сегодня уже больше ничего не успею с ними сделать. А надо бы еще подкормить, конечно, и хорошенько прополоть. Потому что есть у меня вот тут сорнячки в виде яснотки, что ли, в основном. Вот такие вот. Пробились они по осени. Ну и сейчас буду дальше обрезать розы. А с ними желательно бы сделать, кроме обрезки, также подкормку. Как ее делать, я вам уже показывал в своих прошлых видео. Подкормку лучше проводить минеральным удобрением, комплексным, специализированным для роз. Но если у вас такого нет, можно подкормить просто азотом. Взять хотя бы аммиачную селитру, 2 столовых ложки на 10 литров воды растворяете и поливаете возле куста розы. Но предварительно, конечно, порыхлить землю нужно будет, чтобы хорошо впиталось удобрение. В среднем расход где-то примерно 5 литров на одно взрослое растение. Вот такая подкормка. Либо лучший вариант — это, конечно, специализированное удобрение для роз. Там все макро- и микроэлементы в подобранной концентрации, пропорции. Это, конечно, оптимальней. Ну и, конечно, после подкормки желательно бы сделать обработку от болезней. И даже можно сделать и от вредителей, потому что и вредители есть у роз. Наподобие стекляницы селится вредитель в стебель. Не знаю точно, как он называется, но что-то наподобие вредителей, которые бывают на малине и на смородине. Селится гусеница в стебель, прогрызает ход, там откладывает личинки, личинки потом вылупляются, в итоге побег гибнет, а вредитель падает на землю, там окукливается. В общем, такой цикл у него есть. Вредитель. Кто знает, может быть, подскажете, кто давно занимается розоводством. Я, честно говоря, не знаю, как этот вредитель на розах называется, но очень похож на вредителя смородины. Сейчас перейду к следующему кусту и покажу вам, что он из себя представляет и как я обрезаю. Вот так выглядит после зимы роза. Вот она, обмерзшая ее часть, черный стебель. Вот видите. А вот уровень снега как раз таки был примерно вот здесь. И все, что ниже уровня земли, все стоит зелененькое. Все не ветрено. Погода меняется. Обещают у нас заморозки ночью до -2. А сейчас примерно около 18 градусов тепла у нас. Очень ранняя весна в Московской области в этом году. Вот рядом кустик, тоже вам хочу показать характерное почернение стеблей после зимы. Руки я защищаю вот такими перчатками прорезиненными, в них меньше колешься при работе, при обрезке роз, а также крыжовник. Хороший вариант, рекомендую. Ну вот смотрите, вот черный побег, полностью его срезал. Вот зеленый побег. Желательно найти почку, конечно, но если почку не нашли, то примерно так ориентируйтесь по спящей почке. Вот она вот здесь у меня находится. Ну и вот выше побег уже такой не особо хорошего качества. Вот по это место я и обрежу.
Вот тоже черный побег. Срезаю его полностью. Вот хороший молодой зеленый побег. Его трогать, конечно, не буду. Но вполне возможно... ну это скорее всего шиповник. Его надо будет полностью удалить. Но это я сделаю чуть попозже. Вырос он из земли. Возможно, он пошел прямо ниже места прививки. Ну и вот характерное место. Обрезаю. И тут вот слабенький побег совсем. Ну я буду не полностью, я его вырежу, все-таки оставлю немножко. А вот хороший побег, вполне себе зеленый, живой. Вот таким образом я его обрежу. Ну и вот такой вид приобретает после обрезки кустик чайной гибридной розы. Вот еще один кустик, также с почерневшими побегами. Кстати, осенью я снимал видео про розы, рассказывал, что будет, если не укрывать розы. Ну вот так и вышло. Вот почернело все, что выше уровня снега. Вот так я и срежу. На этом кустике вот, видите, вот живые почки. Вот они. Вот такие красные. Вот примерно над почкой где-то в 1,5 сантиметрах, может быть чуть побольше. Я вот так обрезал. Вот эта почка живая, она пойдет дальше расти. И на зеленых побегах постепенно на всех образуются почки. Вот обратите внимание, внутрь растущий побег, он не нужен, я его также удаляю, чтобы не загущал. Что важно, еще также удалить загущающие побеги, смотрящие внутрь, слабенькие, там сухие. Также еще бывает на неукрытых розах вот такое явление, как растрескивание коры на побегах. То есть роза осенью напиталась влагой, потом зимой подмерзла, и кора вот так вот трескается. Тоже явление неблагоприятное, конечно. В этом году гортензия сильно пострадала и малина. Вот такое тоже бывает на розах. Но обычно ниже просыпаются. Вот она, спящая почечка. Вот смотрите, вот красненькая. Вот с нее пойдет молодой побег. Вот еще одна тоже розочка, сильно почерневшая. Но она была окучена землей. Окучивание я, конечно, убираю сразу. Ну, ищу почки. Вот они, красные, живы. Вот такие сухие я, естественно, обрезаю. Все, что смотрят внутрь, тоже обрезаются. И таким образом формируется аккуратный кустик розы при весенней обрезке роз, которые зимовали без укрытия. Розы я выращиваю уже примерно, наверное, лет 15. Занимаюсь этим растением. В основном моя специализация — это чайно-гибридные и розы флорибунда. Не то чтобы специализация, наверное, я их просто побольше люблю. Эти виды роз мне больше нравятся. Кстати, вот эти розы, которые я вам сегодня показываю, я получил из питомника, был заказ, и было примерно около 30 кустов роз, из которых 99% оказались пересортом. Заказывал я английские розы, канадские, ну, разные там были, очень хорошие сорта, новые, но пришли мне в основном чайно-гибридные. Несколько роз всего лишь попалось там, английских, которые я смог через год после посадки идентифицировать. Ну вот, кустик уже приобретает более-менее красивый вид. Вырезаю все сухие, смотрящие внутрь побеги. Ну, вот этот вот, видите, побег тоже почерневший, нету на нем почек, я его удалю вот так вот покороче.
И все обрезанные побеги я складываю в тачку и вывожу далеко за пределы участка. В компост, естественно, их нельзя добавлять, потому что они с шипами. Чтобы потом просто не пораниться, их приходится либо сжигать, либо подальше вывозить. Вот такой приобретает вид кустик розы. Всем большое спасибо за просмотр.